Вначале одна из самых интригующих тайн ФБР должна быть раскрыта через секретные документы, которые хранятся в недрах этого легендарного учреждения. Эти архивы полны загадок и шокирующих фактов, которые обнажают мрачные страницы истории. Начнем с института ФБР, где в начале 20 века началась работа по сбору информации о наиболее опасных преступниках и террористах. Объекты, которые когда-то были просто именами на бумаге, сегодня предстают перед нами как загадочные фигуры, окруженные ореолом таинственности. Одним из первых шагов к разгадке стало создание так называемого секретного досье, где были собраны материалы о подозрительных личностях и их действиях. В это время ФБР начало активно сотрудничать с другими правительственными учреждениями, чтобы отслеживать любые угрозы, исходящие от иностранных агентов и преступных организаций. Вскоре эти досье стали основой для целого ряда шокирующих расследований, многие из которых до сих пор остаются неразгаданными. Секретные документы также содержали информацию о небезызвестных делах, таких как расследование о том, что произошло в ночь убийства президента Джона Ф. Кеннеди. Архивы хранят множество улик, которые указывают на возможные заговоры и неразгаданные факты. Важные свидетельства и даже заметки о допросах свидетелей придают истории дополнительную интригу, вызывая больше вопросов, чем ответов. Каждая из этих улик открывает завесу на скрытые аспекты того, что произошло в тот роковой день. Двигаясь дальше, в архивы попадают сообщения о странных происшествиях в небе. Секретные документы содержат информацию о наблюдениях НЛО, которые ФБР не игнорировало. Существует множество свидетельств о неопознанных летающих объектах, которые были замечены в различных уголках страны. Многие из них были зафиксированы военными и гражданскими пилотами, но правительство долгое время старалось скрыть информацию о таких наблюдениях. Эти документы раскрывало множество тайн, которые сегодня вызывают интерес у исследователей и энтузиастов. Заглядывая в детали, можно наткнуться на информацию о заговоре с целью манипуляции общественным мнением. В архивных записях упоминаются программы, направленные на внедрение дезинформации с целью контроля над массами. Эти тайные операции ФБР стали предметом обсуждений и споров, когда вскрылись факты о том, как правительство пыталось управлять сознанием граждан. Секретные документы ФБР предоставляют уникальную возможность взглянуть на события, которые определили ход истории. Они показывают, как сложно бывает разгадать даже самые простые, на первый взгляд, загадки. На страницах этих архивов скрыты истории, которые ждут своего часа, когда станут доступны широкой публике. Следующий шаг откроет нам поразительные факты о загадочных исчезновениях людей, которые оставили лишь воспоминания и вопросы. Убийство президента Джона Ф. Кеннеди в ноябре 1963 года стало одним из самых шокирующих событий в истории Соединенных Штатов, и ФБР хранит множество тайн, связанных с этим делом. Архивы содержат документы, которые могут пролить свет на множество вопросов, остающихся без ответов. Бросая взгляд на тот роковой день, когда Кеннеди был застрелен в Далласе, мы погружаемся в мир неразгаданных улик и таинственных обстоятельств. В первые часы после убийства ФБР начало получать множество сообщений о подозрительных личностях, замеченных вблизи места трагедии. Свидетели утверждали, что видели людей, которые могли быть связаны с заговором. Среди них был и таинственный мужчина, замеченный на крыше близлежащего здания. Свидетельства о его присутствии, однако, не были должным образом расследованы, что породило слухи о возможных сообщниках. Не менее интересны и улики, собранные в ходе допросов свидетелей. Некоторые из них сообщали о звуках, которые они слышали в момент выстрелов. Одни утверждали, что слышали 3 выстрела, другие, что больше. Эта нестыковка породила сомнения в официальной версии событий. Существовали также свидетельства о том, что Кеннеди мог стать жертвой заговора, в который были вовлечены различные группы, от мафии до иностранных агентов. Эти предположения были тщательно зафиксированы в секретных документах, которые хранятся в архивах ФБР. Еще одним интересным моментом является загадочная личность Ли Харви Освальда, признанного убийцей президента. В архивных записях содержится информация о его связях с различными организациями и людьми, которые могли бы оказать влияние на его действия. После его ареста Освальд был убит в полицейском участке, что привело к еще большему числу вопросов. Есть ли улики, которые указывают на то, что он был лишь пешкой в гораздо более масштабной игре? Секретные документы могут скрывать информацию, которая поможет окончательно ответить на этот вопрос. Помимо этого, в архивах имеются материалы о реакции общественности на убийство. ФБР фиксировало, как тысячи людей вышли на улицы в знак протеста. Множество групп, включая активистов и сторонников теории заговора, начали расследование, пытаясь выяснить правду. Эти движения также были отмечены в секретных отчетах, которые теперь могут дать нам понимание того, как события повлияли на общественные настроения. По мере того, как мы углубляемся в изучение этих архивов, становится ясно, что даже самые простые на первый взгляд детали могут оказаться ключевыми для понимания всей картины. Каждая новая улика открывает новую завесу и приводит к еще большему числу вопросов.
Загадка убийства президента Кеннеди продолжает оставаться в центре внимания, и мы лишь начинаем понимать, насколько многообещающими могут быть находки, скрытые в архивах ФБР. Следующий шаг в нашем исследовании перенесет нас в мир загадочных исчезновений, где люди пропадали без следа, оставляя только вопросы о том, что же с ними произошло. Продолжая наше увлекательное путешествие через секретные архивы ФБР, мы оказываемся в мире, насыщенном загадками, которые простираются за пределы обычного человеческого понимания. Внимание обращается на странные происшествия в небе, которые ставят перед нами вопросы, на которые до сих пор нет ответов. ФБР, охватывая широкий спектр расследований, также фиксировало множество случаев наблюдений неопознанных летающих объектов. Интересно, что эти инциденты не ограничивались лишь отдельными регионами. Сообщения приходили из разных уголков страны, и каждая из них привлекала внимание как граждан, так и военных. Некоторые из самых известных случаев относятся к середине 20 века, когда в небе над Соединенными Штатами начали появляться странные огни и объекты, которые невозможно было объяснить с точки зрения науки. Например, в 1947 году в Розуэле, штат Нью-Мексико, произошло событие, которое стало настоящим символом НЛО. Секретные документы ФБР содержат упоминания о том, как местные власти и военные экстренно реагировали на сообщение о крушении неопознанного объекта. Эти события вызвали огромный интерес общественности и породили многочисленные теории заговора. Далее в архивах хранится информация о других инцидентах, например, о наблюдениях НЛО в районе Лос-Анджелеса, где пилоты коммерческих рейсов сообщали о странных объектах, которые маневрировали с невероятной скоростью. Свидетельства этих пилотов были зафиксированы в отчетах ФБР, однако правительство долгое время избегало обсуждать эти случаи, оставляя общественность в неведении. Что же на самом деле происходило на небесах над Америкой? Документы хранят множество свидетельств о странных явлениях, которые остаются необъяснимыми даже сегодня. Кроме того, архивы ФБР содержат данные о возможных связях между наблюдениями НЛО и правительственными экспериментами. Некоторые из исследователей предположили, что правительство могло использовать эти неопознанные объекты как прикрытие для своих собственных секретных программ. Например, в 60-х годах ФБР фиксировало сообщения о возможных испытаниях новых летательных аппаратов, которые могли выглядеть как НЛО. Эти факты поднимают еще больше вопросов. Действительно ли мы сталкивались с пришельцами или просто с продвинутыми военными технологиями? Среди других интересных случаев, упоминаемых в архивах, можно найти инциденты, связанные с наблюдением объектов, которые изменяли цвет и форму. Такие необычные явления стали предметом обсуждений как среди научных кругов, так и среди любителей паранормальных исследований. Свидетельства очевидцев часто описывают яркие огни, которые как будто играли в прятки с их глазами, исчезая и вновь появляясь в разных частях неба. Эти сообщения фиксировались не только обычными гражданами, но и военными, что придавало им дополнительную значимость. Секретные документы ФБР также содержат информацию о специальных группах, созданных для изучения этих аномалий. В рамках таких программ проводились исследования, которые помогали установить характер наблюдений и проанализировать возможные последствия от этих явлений. Хотя многие из этих проектов были закрыты, информация из архивов до сих пор вызывает живой интерес у экспертов и искателей правды со всего мира. По мере того, как мы углубляемся в детали этих загадочных происшествий, становится ясно, что архивы ФБР хранят не только факты, но и тайны. Каждое новое открытие бросает новый свет на события, которые когда-то казались неразрешимыми. Погружаясь в эту вселенную тайн, мы лишь прикасаемся к поверхности того, что может ожидать нас впереди. Следующий шаг в нашем исследовании перенесет нас в мир загадочных исчезновений людей, которые оставили за собой лишь вопросы и пробелы в воспоминаниях. Продолжая наше расследование среди загадочных дел ФБР, мы сталкиваемся с одним из самых пугающих явлений – с загадочными исчезновениями людей. Эти исчезновения произошли в самых разных уголках страны, и каждая из них сопровождалась множеством вопросов, на которые до сих пор нет ответов. Секретные архивы ФБР хранят множество записей о случаях, когда люди просто пропадали, оставляя за собой лишь воспоминания и неразгаданные тайны. Одним из наиболее известных случаев является исчезновение 6-летнего мальчика по имени Бенджамин, который пропал в 1966 году во время семейной поездки в национальный парк. Несмотря на обширные поисковые операции, в которые были вовлечены местные жители и сотрудники ФБР, мальчика так и не удалось найти. Записи в архивах содержат свидетельства о странных звуках, которые слышали поисковики в тот день, и упоминания о неопознанных объектах, замеченных в небе над парком. Эти факты приводят к вопросу, что же на самом деле произошло с Бенджамином. Другой шокирующий случай – исчезновение группы туристов в 1981 году в горах Сьерра-Невада. В ходе расследования ФБР собрала множество показаний, в которых говорилось о том, что туристы видели странные огни в небе перед исчезновением.
Несмотря на использование современных технологий и многодневные поиски, ни одного следа группы не было найдено. Архивные документы содержат информацию о том, что после исчезновения туристов в этой местности происходили и другие загадочные события, включая появление людей, которые также пропадали без следа. Эти совпадения вызывают шокирующие размышления о том, как эти исчезновения могут быть связаны между собой. Среди других записей можно найти упоминания о женщинах, пропадавших в городских условиях, на улицах больших городов. В 1990-х годах в Чикаго исчезло несколько женщин, и ФБР зафиксировало множество свидетельств очевидцев, которые утверждали, что видели подозрительных людей, следивших за жертвами. Эти наблюдения стали основой для создания портретов возможных преступников, однако ни одно из расследований не привело к задержаниям. Интересно, что архивы также содержат информацию о некоторых исчезнувших людях, которые позже всплывали в совершенно других местах. Один из таких случаев произошел с мужчиной по имени Джеймс, который исчез в 1982 году в штатах Мичиган. Через несколько лет он был найден в другом городе, не помня о том, что с ним произошло. Его случай стал предметом исследований, и ФБР зафиксировало множество аналогичных случаев, когда люди возвращались без объяснений после долгого отсутствия. Эти записи поднимают вопросы о том, что может происходить с людьми в те моменты, когда они пропадают. Секретные архивы ФБР также содержат упоминания о поисках людей, пропавших вблизи военных баз или испытательных полигонов. В некоторых случаях свидетели утверждали, что видели людей, которые, по их мнению, могли быть жертвами секретных правительственных экспериментов. Эти истории вызывают множество споров и обсуждений, однако официальных подтверждений так и не было найдено. Каждое новое исследование исчезнувших людей открывает новые горизонты для понимания того, что происходит на самом деле. Секретные документы ФБР хранят в себе не только истории о потерянных, но и шокирующие свидетельства, которые могут навсегда изменить наше восприятие реальности. Впереди нас ждет еще одно захватывающее открытие, которое позволит заглянуть глубже в мир паранормального и непознанного. Внутри архивов ФБР скрываются материалы, которые открывают завесу над паранормальными исследованиями, проводимыми в течение нескольких десятилетий. Эти документы содержат информацию о необычных явлениях, которые невозможно было объяснить с точки зрения традиционной науки. Обсуждая такие случаи, мы сталкиваемся с множеством историй, которые заставляют нас задуматься о том, что же на самом деле происходит за пределами нашего понимания. Среди первых случаев, привлекших внимание ФБР, оказались свидетельства о странных объектах, замеченных в небе. В начале 20 века, когда научный прогресс начал набирать обороты, люди начали сообщать о неопознанных летательных объектах, которые маневрировали с невероятной скоростью. Например, в 1947 году в Розуэле, штат Нью-Мексико, произошел инцидент, который стал одним из самых известных в истории НЛО. Местные жители утверждали, что видели падение объекта, который, по их мнению, был инопланетным кораблем. Документы ФБР содержат упоминания о том, как власти реагировали на эти сообщения, а также о том, как после этого начались исследования, направленные на изучение таких явлений. Далее в архивных записях можно найти информацию о программах, созданных для анализа этих аномалий. Одной из таких программ была «Синяя книга», которая проводила исследования НЛО и собирала данные о наблюдениях по всей стране. Этот проект был запущен в 1952 годами, и на протяжении многих лет специалисты фиксировали случаи, когда люди видели странные огни и объекты в небе. Многие из этих записей до сих пор вызывают интерес у исследователей. Важным аспектом этих исследований стало взаимодействие ФБР с другими государственными учреждениями. Секретные документы содержат информацию о том, как различные агентства объединяли усилия для изучения наблюдений НЛО и оценивания потенциальных угроз. Это сотрудничество подтвердило, что многие наблюдения имели основания и требовали внимания со стороны властей. Интересно, что некоторые случаи оказались настолько необычными, что привлекли внимание не только ФБР, но и других научных кругов. Например, в 1966 году произошло событие в Сиэтле, когда группа людей наблюдала за яркими огнями, которые двигались по небу с невиданной скоростью. Свидетели утверждали, что огни меняли направление и цвет, оставляя за собой яркие следы. Эти показания были зафиксированы и стали предметом дальнейшего изучения. Также в архивах содержатся записи о возможных связях между наблюдениями НЛО и тайными правительственными экспериментами. Некоторые исследователи предполагают, что правительства могли использовать технологии, которые на первый взгляд выглядели как неопознанные объекты. Например, в 60-х годах ФБР фиксировало случаи, когда новые экспериментальные летательные аппараты могли быть приняты за НЛО, что вызывало дискуссии и споры в обществе. Среди других интересных случаев можно найти упоминания о наблюдениях, связанных с паранормальными явлениями. В некоторых досье содержатся сообщения о призраках и других сущностях, которые были зарегистрированы в определенных местах. Эти свидетельства были собраны в ходе опросов и расследований, однако их подлинность оставалась под вопросом. Секретные архивы ФБР хранят множество историй, которые ежедневно привлекают внимание исследователей и любителей паранормального.
Каждое новое открытие открывает новые горизонты для понимания необычных явлений, которые продолжают оставаться загадкой. Погружаясь в мир паранормальных исследований, мы лишь начинаем осознавать, насколько многообещающими могут быть находки, скрытые в архивах ФБР. Их изучение позволяет нам взглянуть на мир с другой стороны и задавать вопросы, на которые пока нет ответов. Мы готовы перейти к следующему захватывающему этапу нашего расследования, где нас ждут шокирующие свидетельства очевидцев, оказавшихся в центре необъяснимых событий. Секретные архивы ФБР содержат множество шокирующих свидетельств очевидцев, которые оказались в центре необъяснимых событий. Эти записи раскрывают удивительные истории, заставляющие нас задуматься о том, что происходит вокруг нас, и о том, как зачастую реальность может быть более странной, чем мы можем себе представить. Один из наиболее интригующих случаев связан с исчезновением нескольких людей в маленьком городке в Мичигане в середине 90-х годов. Местные жители начали сообщать о странных огнях, которые появлялись в небе по ночам. В результате несколько человек пропали без вести, и ФБР получило множество заявлений от свидетелей, утверждавших, что видели, как эти огни якобы забирали людей. Одно из первых свидетельств пришло от женщины по имени Мария, которая утверждала, что увидела, как ее сосед, пожилой мужчина, был окружен ярким светом, после чего исчез. Ее показания были тщательно зафиксированы в документах ФБР, и следствие началось немедленно. По мере того, как события развивались, к расследованию подключились местные правоохранительные органы и добровольцы, и вскоре они начали получать другие сообщения о похожих происшествиях. Документы содержат свидетельства других очевидцев, которые также говорили о том, что видели людей, которые якобы были захвачены этими огнями. На протяжении нескольких месяцев ФБР продолжало собирать свидетельства, и каждая из них добавляла новые детали к общей картине. В записях упоминается о жителях, которые слышали странные звуки перед исчезновением, и о том, как в окрестностях находили необъяснимые следы, которые не соответствовали никаким известным животным. Эти сообщения привлекли внимание даже исследователей НЛО, которые начали проводить собственные расследования, пытаясь выяснить, действительно ли имеются связи между исчезновениями и наблюдаемыми аномалиями. Не менее шокирующим стало дело о группе молодежи, отправившейся в поход в горы в штате Вашингтон в начале 2000-х годов. Во время их путешествия они сообщили о встрече с неопознанным существом, которое, по их словам, выглядело как гуманоид. Их свидетельства были записаны и отправлены в ФБР. Группа объяснила, что на них посыпались странные звуки, и они заметили, как нечто быстро двигалось между деревьями. Позже некоторые из них стали утверждать, что видели, как это существо наблюдает за ними. В результате их показания стали основой для создания досье, которые продолжали пополнять новые свидетельства и факты. Секретные архивы ФБР также содержат информацию о случаях, в которых свидетели утверждали, что видели тех, кто исчез, спустя несколько лет после их пропажи. Одним из таких примеров является история мужчины по имени Ричард, который пропал в 1986 году. Он был найден через 10 лет в другом штате, не помня, как там оказался. Его показания были записаны в архиве, и многие из них совпадали с другими случаями, которые были зарегистрированы в разных регионах. ФБР фиксировало, как свидетельства о таких возвращениях продолжали появляться, создавая дополнительные вопросы о том, что же на самом деле происходит с людьми, которые исчезают. Важным аспектом этих свидетельств стало не только содержание последних сообщений, но и реакция общества на них. После публикации некоторых случаев начались споры и обсуждения в социальных сетях и на форумах, где люди делились своими собственными историями и наблюдениями. Эти дискуссии привлекли внимание исследователей и журналистов, что привело к дальнейшему изучению собранных данных. Это исследование создало дополнительный интерес к архивам ФБР и к тому, что они могут рассказать о паранормальных явлениях. Каждое новое свидетельство открывало еще один уровень загадки, и в результате ФБР начало сотрудничество с научными учреждениями для более глубокого анализа собранной информации. Складывалось впечатление, что архивы ФБР хранят не только факты, но и множество неразгаданных тайн. Эти свидетельства могут помочь нам лучше понять, что происходит в нашем мире и какие необъяснимые явления окружают нас. Впереди нас ждут еще более шокирующие открытия, которые позволят глубже заглянуть в мир тайн и расследований, связанных с паранормальными явлениями. Секретные архивы ФБР содержат множество шокирующих материалов о секретных экспериментах, которые проводились в течение многих лет. Эти документы открывают завесу над действиями правительства, которые порой были более странными, чем можно было бы себе представить. Одним из самых известных примеров является проект МК-Ультра, запущенный в начале 50-х годов. Этот секретный проект включал в себя исследования по контролю над разумом, и многие методы, использованные в рамках программы, оставляют много вопросов. Согласно архивным записям, сотрудники ФБР проводили эксперименты с использованием наркотиков, гипноза и методов психологического воздействия на людей. Одним из наиболее шокирующих случаев было использование ЛСД в качестве средства управления поведением. Испытания проводились не только на добровольцах, но и на людях, о которых не было получено согласия.
Эти действия вызывали огромные споры и обвинения со стороны правозащитников, когда информация о программе стала известна широкой публике. Кроме того, ФБР также проводило эксперименты, связанные с изучением паранормальных явлений. В архивных документах можно найти упоминания о том, как агенты пытались выяснить, можно ли использовать психические способности для расследования преступлений. Одним из таких экспериментов было изучение людей, которые утверждали, что обладают даром ясновидения. Они были привлечены к работе в агентстве с целью анализа преступлений и поиска пропавших людей. Эти программы, хотя и не получили широкого одобрения, показали, как далеко правительство готово было зайти в поисках инновационных методов. Архивы также содержат информацию о проекте «Суперсолдат», в рамках которого исследовались возможности улучшения человеческих способностей с помощью биохимических веществ. Эта программа предполагала использование различных стимуляторов и препаратов, которые, как считается, могли увеличить физические и умственные показатели. Некоторые исследования проводились на солдатах, что вызвало множество этических вопросов о том, насколько безопасными были эти эксперименты. Важным аспектом всех этих исследований было стремление ФБР и других правительственных органов сохранить их в тайне. Документы свидетельствуют о том, что многие эксперименты были тщательно документированы, но информация о них была скрыта от общественности. Это подтверждается показаниями бывших сотрудников, которые заявляли, что они были под давлением и не имели права раскрывать детали своих исследований. Эти свидетельства добавляют слои загадки к завершающему этапу изучения архивов. Еще одним интересным проектом, упоминаемым в секретных документах, является «Гарпун», который был сосредоточен на изучении возможностей управления климатом. Данный проект проводился в конце 70-х и начале 80-х годов. Целью эксперимента было использование технологий для изменения погодных условий с целью создания преимуществ в военных конфликтах. Секретные архивы хранят информацию о том, как эти исследования проводились в различных регионах страны и за ее пределами, и как они повлияли на местные экосистемы. Кроме того, существуют упоминания о специалистах, которых ФБР привлекло для изучения аномальных явлений, таких как полтергейсты и другие необъяснимые события. Эти исследования проводились в рамках программ, целью которых было изучение влияния этих явлений на людей и выяснение, можно ли использовать эти знания для управления поведением. Эти факты показывают, как правительство пыталось исследовать возможные связи между паранормальными событиями и контролем над сознанием. Секретные эксперименты, описанные в архивных записях, раскрывают не только действия ФБР, но и более широкие намерения правительства в области научных исследований. Испытания на людях, исследования паранормальных явлений и проекты по контролю за климатом – все это демонстрирует, как далеко правительство может зайти в своих попытках сохранить контроль и влиять на общество. Странички архивов полны историй, которые ждут, когда их наконец раскроют и осветят. Далее мы погрузимся в мир криминальных гениев, чей ум и изобретательность оставили за собой следы, которые сложно объяснить. В мире преступности существуют настоящие гении, чьи действия вызывают недоумение и восхищение, оставляя за собой следы, которые невозможно объяснить. Секретные архивы ФБР хранят множество материалов о таких криминальных гениях, и каждый случай погружает нас в мир хитроумных преступлений, которые стали настоящими головоломками для правоохранительных органов. Одним из наиболее известных примеров является дело о так называемом «тайном грабителе» – преступнике, который в начале 2000-х годов совершил серию дерзких ограблений на территории нескольких штатов. Его уникальный стиль и продуманная схема действий сделали его буквально призраком для полиции. Согласно архивным записям ФБР, грабитель использовал выдающийся интеллект для планирования своих преступлений. Он выбирал только самые защищенные банки и магазины, тщательно изучая их схемы охраны. В одном из случаев грабитель проникает в банк через сантехнические трубы, что позволило ему избежать всех систем безопасности. С помощью поддельных документов он входил в доверие к сотрудникам, создавая иллюзию законности своих действий. После каждого ограбления гений исчезал, оставляя лишь намеки на свое присутствие и вызвав тайные обсуждения среди детективов, пытающихся разгадать его тактику. Другим примером является дело о мастере подделок, который в 90-х годах стал известен благодаря своим невероятно точным подделкам. Его работы были настолько качественными, что даже эксперты не могли отличить их от оригиналов. Используя современные технологии и старинные методы, он изготавливал подделки произведений искусства и денежных купюр. ФБР потратило годы на его поимку, и даже крупнейшие эксперты по подделкам не могли найти улик, которые бы указали на него. Его ловкость и внимание к деталям поставили перед правоохранительными органами настоящую задачу, которая оставалась неразгаданной на протяжении долгого времени. Не менее загадочным является случай ночного маньяка, который терроризировал небольшие города в начале 2000-х. Он был известен своими ночными нападениями на дома, оставляя за собой безмолвие и страх.
Примечательно, что в его действиях наблюдались признаки психической игры, поскольку он никогда не оставлял следов и не использовал оружие. Нападения происходили в самых неожиданных местах, и никто не мог предсказать, где он появится в следующий раз. Его манера действовать создала настоящую панику среди населения. ФБР внедрило свои лучшие силы в расследование, но даже при наличии множества свидетельств преступник продолжал оставаться на свободе, бросая вызов всем законам логики. Секретные архивы также содержат материалы о кодировщике, преступнике, который использовал сложные шифры для общения с соучастниками своих преступлений. Его методика была настолько уникальной, что правоохранительным органам потребовалось несколько лет для расшифровки его сообщений. Он оставлял записки на месте преступления, которые содержали кодированные подсказки о следующем шаге. Эти загадочные записи вызвали интерес не только у полиции, но и у криптографов. Каждый новый случай только добавлял топлива в интерес к этому гению-криминалисту. Каждая новая находка в архиве ФБР раскрывает еще больше истории о криминальных гениях, чье мастерство и хитрость заставляют нас задуматься о природе преступности. Эти истории показывают, как преступный мир может быть не только опасным, но и интригующим. Загадки, оставленные за собой этими гениями, продолжают удивлять, и их наследие, как и секретные документы, ждет своего часа, когда будет раскрыто и осмысленно. Каждый новый документ открывает перед нами новые горизонты понимания того, как ум и изобретательность могут быть использованы на темной стороне закона. Секретные архивы ФБР хранят в себе множество загадок, которые касаются прошлого, и каждая страница раскрывает перед нами поразительные факты. Интерес к этим материалам возрастает, особенно когда речь идет о таинственных событиях, о которых до сих пор ничего не известно. Одним из наиболее захватывающих дел является дело о тайном проекте, проведенном в середине 20 века, который связан с так называемыми суперсолдатами. Этот проект нацелен на создание идеального воина, и его результаты до сих пор вызывают споры. В архивных записях упоминается о том, что в рамках этого проекта проводились эксперименты с использованием различных препаратов и методов, направленных на улучшение физических и умственных способностей солдат. Эти исследования вызывали беспокойство у общественности, когда информация о них стала доступной. Документы содержат данные о том, как участников программ подвергали не только физическим нагрузкам, но и психологическим тестам, чтобы выяснить пределы человеческой природы. Эти эксперименты проводились в условиях строгой секретности, и многие участники не знали, на что они согласились. Записи также содержат информацию о программе «Гарпун», которая занималась изучением климатических изменений и возможностью их управления. ФБР фиксировало, как некоторые из проводимых экспериментов могли повлиять на экосистемы и вызвать непредсказуемые последствия. В архиве упоминаются случаи, когда изменения погоды совпадали с испытаниями, и эти совпадения стали предметом обсуждений среди исследователей. Среди других материалов в архивах находятся сведения о допросах свидетелей, которые утверждали, что стали жертвами несанкционированных экспериментов. Некоторые из них говорили о необычных медицинских процедурах, которые им проводили без их согласия. Эти свидетельства были зафиксированы, и ФБР начало искать улики, подтверждающие правдивость этих заявлений. Многие из этих историй остаются неразгаданными, и с каждым новым свидетельством загадки только увеличиваются. Не менее шокирующими являются сообщения о случаях исчезновения людей, которые могли быть связаны с правительственными проектами. Архивы содержат упоминания о пропавших людях, которые, как считалось, могли быть вовлечены в эксперименты, проводимые правительством. Эти случаи часто оставляли за собой лишь воспоминания, и многие родственники так и не получили ответов на свои вопросы. ФБР продолжало собирать данные о таких исчезновениях, фиксируя любые упоминания, которые могли бы помочь восстановить полную картину. Документы ФБР также заглядывают в мир криминальных гениев, чьи действия вызывают недоумение. Одним из таких случаев является дело о тайном грабителе, который в начале 2000-х годов совершил серию дерзких ограблений. Его уникальный стиль позволил ему оставаться вне досягаемости полиции на протяжении долгого времени. Грабитель использовал хитроумные методы, выбирая только самые защищенные объекты, что делало его действия практически безупречными. Не менее интригующим является дело о мастере подделок, который в 90-х годах стал известен своими невероятно точными копиями произведений искусства. Его мастерство ставило под угрозу работу не только полиции, но и экспертов в области подделок, которые не могли обнаружить фальшивки. ФБР потратило годы на его поимку, и его действия продолжают оставаться загадкой для многих. Каждое новое открытие в архивах ФБР позволяет глубже понять происходящее в мире преступности и паранормальных явлений. Секретные документы хранят множество историй о криминальных гениях и их хитроумных планах, которые бросают вызов всем привычным представлениям о преступности. Эти истории ждут, когда их раскроют и осветят, чтобы показать, как далеко могут зайти ум и изобретательность на темной стороне закона. Далее мы погрузимся в мир загадок прошлого, который скрывает еще больше тайн и вопросов о том, что ФБР может рассказать о своей деятельности.
Секретные архивы ФБР открывают перед нами завесу тайн, которые продолжают оказывать влияние на наше восприятие реальности. Эти документы хранят не только истории о преступлениях, но и факты о загадочных событиях, которые, возможно, определяют наше будущее. Архивы содержат материалы о проектах, проводимых правительством, которые вызывают вопросы о том, как далеко оно готово зайти в своих экспериментах и поисках новых технологий. Одним из наиболее интригующих проектов, упоминаемых в архивных записях, является программа «Суперсолдат». Эта инициатива, начатая в середине 20 века, нацеливалась на создание идеального воина, способного выполнять сложнейшие задачи. В рамках программы проводились эксперименты с различными препаратами, которые, как предполагалось, могли улучшать физические и умственные способности солдат. Участников подвергали строгим испытаниям, которые включали как физические нагрузки, так и психические тесты. Документы свидетельствуют о том, что многие из этих экспериментов проводились в условиях секретности, и участники не всегда были осведомлены о своих ролях в этих исследованиях. Также в архиве имеются упоминания о проекте «Гарпун», который изучал климатические изменения и возможности их контроля. Записи ФБР фиксируют, как проводимые эксперименты могли оказывать влияние на экосистемы, вызывая неожиданные последствия. В некоторых случаях изменения погоды совпадали с проведением исследований, что привело к спорам среди ученых и общественности. Не менее шокирующие документы касаются свидетельств о несанкционированных экспериментах над людьми. Есть случаи, когда люди утверждали, что стали жертвами медицинских процедур без их согласия. Эти свидетельства были записаны, и ФБР начало изучать, насколько эти истории правдивы. Многие из них остались неразгаданными, оставляя множество вопросов о том, что же на самом деле происходило в этих лабораториях. Кроме того, архивы содержат материалы о загадочных исчезновениях, которые могли быть связаны с правительственными проектами. Некоторые записи упоминают о людях, пропавших без вести и предположительно вовлеченных в эксперименты. Эти случаи часто оставляли за собой лишь воспоминания, и многие родственники так и не получили ответов на свои вопросы. ФБР продолжало собирать данные о таких исчезновениях, фиксируя любые упоминания, которые могли бы помочь восстановить полную картину. Среди криминальных гениев, чьи действия также документированы в архивах, можно выделить тайного грабителя, который совершил серию дерзких ограблений в начале 2000-х годов. Его уникальный стиль позволил ему оставаться вне досягаемости полиции на протяжении долгого времени. Он выбирал только самые защищенные объекты, используя хитроумные методы, чтобы избежать задержания. В одном из случаев грабитель проник в банк через сантехнические трубы, оставив после себя лишь догадки о своих действиях. Также в архивных записях упоминается мастер подделок, который в 90-х годах совершал невероятно точные подделки произведений искусства и денежных купюр. Его работы были настолько качественными, что даже эксперты не могли их отличить от оригиналов. ФБР потратила годы на его поимку, и каждый новый случай только добавлял интереса к его личности. Каждое новое открытие в архивах ФБР открывает перед нами все более глубокие слои истории, которые могут изменить наше понимание реальности. Эти документы хранят в себе не только факты, но и множество тайн, которые до сих пор ждут своего часа. По мере нашего продвижения вперед мы погружаемся в мир загадок прошлого, который скрывает еще больше вопросов о том, что ФБР может рассказать о своей деятельности. Мы готовимся к следующим удивительным открытиям, которые помогут понять сложную природу событий, произошедших в нашем мире.